Привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить невероятно вкусное безе с шоколадом и фундуком. Впервые увидела это безе на европейских ярмарках. Их выкладывают большими горками, и выглядит это безумно маняще. Важный момент. Вся посуда для приготовления безе должна быть чистая и сухая. Также посуду можно дополнительно обезжирить, протерев ломтиком лимона или салфеткой с водкой. Рекомендую использовать металлическую или стеклянную посуду. Пластик впитывает жиры, и со временем сложно полностью его обезжирить. Для безе мне нужны будут только белки. Отделять белки от желтков нужно аккуратно и внимательно. Важно, чтобы желток не попал в белковую массу. Белок будет плохо взбиваться. Сначала я прогрею белки на водяной бане. В миску выливаю белки и всыпаю сахар. Довожу в кастрюле воду до кипения, уменьшаю нагрев до среднего и постоянно помешиваю массу венчиком. Это нужно для того, чтобы сахар растворился и в безе не было крупинок, а также теплые белки лучше взбиваются. Обратите внимание, вода не должна касаться миски. Нагрев происходит за счет пара. Если миска сильно перегреется, белки свернутся, масса будет испорчена. Посмотрите, сколько воды у меня в кастрюльке. Этого вполне достаточно, чтобы бережно и аккуратно прогреть белки. Когда сахар растворился, переливаю массу в чашу для взбивания. Начинаю взбивать сначала на низких оборотах, затем буду постепенно повышать скорость взбивания белков. Только в этом случае пузырьки воздуха в безе будут максимально одинакового размера, а это гарантия качественного результата. Если включить сразу высокую скорость, вы получите меренгу, в которой пузырьки воздуха будут иметь разный размер, и это отрицательно скажется на ее текстуре и внешнем виде. Общее время взбивания зависит от мощности миксера. Я обычно взбиваю 10-12 минут. Ориентируюсь на текстуру безе. Масса становится плотной, однородной, глянцевой, хорошо держит форму. Посмотрите, какие устойчивые жесткие пики. Также я заранее подготовила фундук, промыла, просушила и порубила на крупные половинки. Всыпаю муку и часть фундука в безе. Аккуратно перемешиваю. Растоплю шоколад короткими импульсами в микроволновке. С помощью маленькой ложечки, словно рисуя, выливаю брызгами шоколад на безе. И теперь буквально в 2-3 приема перемешаю лопаткой массу, чтобы создать эффект мраморности. Вкладываю безе на противень, создавая вот такие горочки с пиками. Посыпаю фундуком. Сушится безе от 2 до 4 часов. Время готовности определяет температура, размер отсаженных безе, влажность помещений и другие факторы. Если вы хотите получить немного влажное безе с приятной тянучкой внутри, сушите около 1,5-2 часов при температуре 90 градусов. А я люблю хрупкое сухое безе, поэтому буду сушить 4 часа. Как только безе начинает, не разрушаясь, отделяться от коврика, выключаю духовку и даю ему остыть в течение часа. Также можно разломить безе, и если внутри оно сухое, значит оно готово. Безе получилось очень хрустящее, вкусное. Оно прекрасно подойдет к чашечке черного кофе. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Буду ждать ваших отзывов и комментариев.